Итак, дорогие друзья, всем доброй ночи. Снимаю вновь наверху. Ну, во-первых, стол новый заказала, круглый, потому что здесь иногда тоже нужно снимать, и мне просто удобно и там, и тут работать. А круглые столы я люблю, поскольку я вам уже говорила, что в магии желательно круглый стол. И алтарь круглый, не зря эти все, скажем так, круглые столы испокон веков ценились. Считалось, что за круглым столом все равные и все близки. Помните круглый стол короля Артура? И деньги по кругу идут. Вообще круг защитный, круг земной, круг космический и так далее. Круг. Что есть знак благополучия, полноты, общности и прочее. Если помните, почему Лысая гора, например, на Украине считается местом силы, согласно древней легенде, змей, который кусает себя за хвост, Ураборос, он кусает себя за хвост как раз в этом месте, где Лысая гора, в Киеве. Вот поэтому украинские женщины носили вот эту круглую косу как знак Ураборос, знак земного равновесия. Это потом перешло это как просто как традиция. Я извиняюсь, сейчас отвечу на звонок. Да. У меня сейчас прямой эфир, но я могу с тобой немного поговорить. Ничего страшного. В дороге? Угу. Извиняюсь, важный звонок. Надо было ответить, пока вы здесь как раз соберетесь. Так вот, насчет Ураборос, то есть змей, кусающий себя за хвост. Символ космического равновесия. Доброй ночи. Я всегда называю такие эфиры «Люди говорят», но решила назвать более подходящие «Люди благодарят», потому что на самом деле это так и есть, если вы заметили. Итак, друзья мои, что есть главное в магии? 3 составляющих. Мастерство, сила и результат. Я думаю, в моем мастерстве нет сомнения, потому что я раскрываю вам знания как этнические, которые можно где-то увидеть, но в любом случае, да, например, про богов можно увидеть где-то помимо меня, это мировая история, но научить, как к ним обращаться, как просить, это никто не может. То есть это говорит о том, что я вам даю информацию, известную всему миру, но в то же самое время объясняю, как к этой силе, которая известна миру и истории, все же как обращаться, потому что в мировой истории этого нет. Второй момент. Работы свои, которые мало кто знает и абсолютно нигде нет, то есть уникальные. Да и все мои работы нигде нет. Ну, в любом случае. То есть даже информацию об этих духах нигде не найти. Третье. Работы, которые переданы мне мастерами. Это древние работы. Есть те, которые в переделанном виде можно найти, а я вам даю оригинал. А есть работы, которые нигде невозможно найти. Дорогие друзья,
перед эфиром я не очень хотела, конечно, значит, об этом говорить и затрагивать, но просто не люблю ублюдства, ненавижу ублюдства. Все же скажу пару слов и пойдем дальше. Значит, дело в том, что когда вышел римский ритуал, точнее, ритуал римского легионера, и тут произошло очередное ублюдство. Я вам говорю и объясняю, что просто, ну недочеловеки, не люди, которых полно, не знают уже, как сочинить задницей, что сочинить. Значит, хочу вам показать. Мне передали, что вот, знаете, вот там вот сказали, что, мол, вам передавали какие-то старинные книги, и вы оттуда взяли ритуал вот римского солдата. Старинные книги мне передали. В этих старинных книгах много информации, но эти книги для меня, я использую для себя, они замечательные вещи, но там нету того, что я вам дарю и что я вам даю. То есть вот этого там нет, и тут речи быть не может. Потом, значит, какие-то книги мне на латине якобы передали, и я в этих книгах нашла вот этот вот заговор римского солдата. Хочу вам сказать, что вот, для неграмотного быдла недостаточно просто взять книгу на старинном языке, то есть на иностранном языке, зайти и что-то взять. Нужно понять, о чем этот ритуал, о чем текст, про что там сказано. Здравствуйте, доброй ночи. Если ты не знаешь языка, как ты можешь понять, что там говорят и про что этот ритуал? Как? Текст должен быть, который тебе объяснит, вот этот ритуал для этого, это то. Если я понять не могу, я откуда знаю, о чем этот ритуал, про что там написано и к чему это? Как я могу зайти, взять текст и что дальше? Ну, взяла я текст, например, якобы. И дальше что? Дальше как я пойму, зачем, как применять? Вы действительно животные? Я не понимаю. Мне передали пергамент и объяснили, о чем речь. Человек уже объяснил, и я это передала. Это другой вопрос. Не понимаю, о чем там речь, но я знаю, я доверяю этому человеку, я понимаю, почему он передал мне. А здесь зайти куда-то в какой-то книге, просто взять и дальше что? Люди, которые никогда ничего в жизни не создавали, особенно вот определенные животные, вы понимаете, что они не понимают просто, они просто не понимают, как создаются, как это кому-то дано, кому-то нет. Я хочу показать. В общем, выставили какую-то переписку. Помните, я вам говорила, мне говорили там про старинные книги, я показала, поблагодарила, и, значит, эта живность мне написала. Показываю вам. Не буду ее номер показывать, светить. Вот эта живность. В электронном варианте высылаю вам какой-то там электронный вариант книг. Угу. Я сказала спасибо, благодарю, хотя мне не это нужно, но благодарю. Раз человек отправил, я человеку сказала спасибо. Я человек воспитанный. Все, и я забыла об этом. Я даже не заходила в эту хрень. Но я сегодня читаю вот эту живность, которая там подписана Адель Московь. Вот бывают же, знаете, животные, которые то сюда перекинутся, то туда перекинутся. Значит, она пришла ко мне, хотела внимания. Наверное, хотела, чтобы я ей памятник поставила за то, что она мне какую-то ссылку кинула. Я не заходила даже сюда, потому что я незнакомые ссылки, и я к ним отношусь с подозрением. Там может быть и спам, там может быть и вирус, все что угодно. Я поэтому в такие вот ссылки вообще не захожу. И я сегодня, значит, мне кидают скрины, посмотрите вот это вот существо, что говорит. Я посмотрела, я нашла по тексту, набрала, и это было 2 июня. По тексту набираю и говорю, о чем вообще речь? Вот она здесь нашла. И теперь я вот этим животным предлагаю, зайдите по этой ссылке и наберите там вот этот ритуал, текст ритуала римского легионера. Если он там выплывет, нам покажете. Вы знаете, я уже слышу уже который раз, он там украдено, тут взято, мы просто знаем, где. Вот этого подлого старикашку, который тоже выставил мои ритуалы, сказал, что где-то украдено, я сказала, а теперь покажите, где это украдено. Покажите текст и ссылку, покажите, где я это украла. Он, естественно, ничего не предоставил, понятное дело. Я сказала, вы знаете,
Вот вы не по возрасту подлый человек. Вот как подло вы сейчас себя ведете, так подло и с вами будут вести скоро вот эти вот ваши новые товарищи. Я говорю, ждите, скоро вам скажут. Мне даже мой текст есть. Я вообще не привычки нет у меня зайти писать. Я зашла, написала, я сказала, вот как подло вы себя сейчас ведете, так подло с вами будут вести. Ждите. И вот сегодня его уже, значит, послали, уже сказали, кто он есть. Ну, как по традиции. Уже все говорят, что и там товарища какого-то генерала послали. Конечно, а как он хотел? Он так подло, грязно, взрослый человек пришел, вот ты воруешь, ты туда-сюда, и вы надеетесь вот так вот просто в воздух стреляя, вот так подло, грязно себя, потому что это подлость. Говорить неподтвержденно – это подлость, понимаете? И ты надеешься, что сейчас у тебя будет слава и деньги. Получил? Нормально так? Ничего, хорошо себя чувствуешь? Получил от своих новых друзей самые грязные вещи, которые существуют? Это настолько грязные люди, что даже те, которые меня не любили и не любят, даже им стало мерзко. Настолько это канализация. А теперь я хочу вам один маленький момент показать вот этого существа. Мне, конечно, смешно, что это существо там вещает, но я хочу вам показать и сказать, вот такие вещи снимали, вот такие тексты, вот такие разговоры, после чего на их детей была сделана порча. Вот и вы сейчас послушайте просто вот это, а потом вы скажете, этим людям деланные порчи, понимаете, были заслужены или нет? И то, что они сейчас позорятся, они даже себе со стороны не видят, насколько они позорятся. Весь мир над ними смеется, реально. Просто удивительно, как люди высокого себе мнения, когда их за месяц-два смотрят 10-15 человек, и то потому, что там мое имя. Понимаете? Это удивительно. Люди абсолютный ноль по жизни просто. Такого о себе высокого мнения. Кто-то скажет, что слишком много чести о них говорит. Нет, дорогие друзья, нельзя молчать. Если вы будете молчать, это отребье размножится. А вот теперь, вот, когда это отребье получило по роже очень сильно, и опозорилось, и все уже над ними смеются, и каждый день они обсирают. Они такие лекции хотели готовить с этим гестапо, чего и там такие чистки такие с этими должны были готовить со стихиями, что ты, лекции, великие знания, и где? И обосрали друг друга и разошлись. И, значит, чмо сидит вонючий и не может понять, как, что происходит? А тебе, алкаш несчастный, не знакомо слово магия? Нет? Что происходит, я тебе объясняю. Это называется магия, настроить против вас весь мир. Представляешь? Есть такая вещь. А теперь я хочу вам кое-что включить. И, положа руку на сердце, скажите мне, пожалуйста, любая из вас, если бы вы обладали силой, вы бы не стали мочить их детей после таких слов, которые эти ублюдки адресуют людям. Просто вот сейчас включу, вы послушайте. И вот такие мерзости говорили тогда, поэтому их дети получили. Поэтому у них сейчас болезненные, инвалидные дети. И они еще хуже сходят с ума. Послушайте секунду. Не хотел это включать, но я хочу, чтобы вы послушали, насколько люди несчастные просто. Это настолько от бессилия, понимаете, от бессилия. Она что, думает, что она меня этим задела? Это смешно. Слушайте. Всем доброе утро. Аслаева, тоже тебе доброе утро. Почему ты без лица в эфир выходишь? Ты других людей обсираешь, что они как-то неправильно выглядят, страшные, что ты якобы права, что у тебя там супер ясновидение, что там какие-то фильтры и так Хрень далее. какую-то. А сама-то ты где в прямых эфирах? Почему мы видим снова черную свечу и слезы? Выходи в эфир, выходи без глазика в эфир. Пусть люди тебя жалеют. Нет, почему-то тебе не надо, чтобы тебя жалели. Выйди хоть раз в эфир с лицом. Хоть раз. Почему ты не можешь себе позволить такую роскошь? А? Вы услышали эту ублюдинку?
Выходи без глазика в эфир. Выходи. Почему не выходишь? Выходи. Вот пускай люди тебя видят в эфире. Почему ты не выходишь? Вот теперь вы удивляетесь, почему я этому отребью, этим скотам делала тогда порчу на их детей. Вот они сидят потом и начинают плакать. Вот Хосроева такая сякая, обижает нас несчастных. Вот она вот на детей сделала порчу. Вот теперь вы услышали? И скажите мне, пожалуйста, вот этому отребью, этим животным, этой канализации конченой, нельзя делать порчи на детей? Не то, что нельзя, надо. Понимаете? Вот это отребье вот так выходит, а потом удаляет эти ролики и говорит, вот, как можно, порча на детей вот она делает, вот разве можно вот детям порчи? Так вот, отребье, твой ребенок не то что лишится глаза, она может 2 глаз лишиться за такие слова. Время покажет отребье. Она и так уже больная насквозь, то, что у нее такая мать, как ты, который заставляет звонить мне, ребенка заставляет. Лёль, скажи, ребенок весь даже не понимает, что от нее хотят. Ты мать? Таких матерей просто, знаешь, на вокзалах подбирают. Вот кто ты, пачками. Вот это отребье потом, когда на их детей снова будет сделано, это удалит это видео ублюдское и скажут, вот видите, вот как можно, вот разве можно на детей выходить без глазика? Мой глазик, уважаемая, в кавычках, несчастная, мой глазик, он всегда был при мне и есть. Даже если он физически не существует, я вижу настолько хорошо, насколько ты, отребье, никогда в жизни не увидишь ничего. Даже не видишь, насколько ты в говне, в дерьме и позоре. Это первое. Второй момент. Люди приходят ко мне на эфиры не для того, чтобы посмотреть на мое лицо или на меня. Они приходят узнавать, получать знания. Я делаю ритуалы. Я показывать должна ритуалы, лекции. Я не себя должна показывать, понимаешь? Я бы вообще тебе не советовала показываться вот такой рожей неухоженной. По тебе видно просто, что ты наглоталась каких-то таблеток, потому что замороженная вся выходишь постоянно. Видно это по тебе, что ты пьешь какие-то очень сильные таблетки, либо ты вообще пьешь. Потому что, судя по твоему вот этому помятому виду, помятой роже, оно видно, что ты вот пытаешься показать себя такой, ну вот очень такой дамой, экстравагантной. Ты посмотри на себя, ты не ухожена, просто не ухожена. Если у тебя такая морда лошадиная, не надо все ее сувать в камеру, понимаешь? Так вот. Люди приходят за моими знаниями. То, что ты свой Шенобель показываешь каждый день, вот это вот безобразный нос ужасающий, от этого у тебя подписчиков не добавилось еще до сих пор, насколько я помню. И если я не показываю лицо не для того, чтобы люди боялись или не боялись меня, или уходили, или приходили. Я не показываю, потому что мой канал о магии, об истории, об этнологии, понимаете? А не канал, в котором я должна свое лицо показывать. Вообще я хочу вам сказать, что самые лучшие фильмы, самые лучшие лекции – это когда человек говорит закадровым голосом. Закадровый голос, и впереди просто стоит декорация или стоит сцена. Тогда человек лучше воспринимает. Когда ты говоришь, люди смотрят на твое лицо, глаза, улыбку. У меня тысячи роликов, где я показываю и лицо, и так, и сяк, как угодно я себя показываю. Ничего такого нет. То есть в этом, чтобы люди или хотели, или не хотели. Но каждый раз, когда ты говоришь со своим зрителем, и тебе нужно показывать лицо, ты должна провести себя в порядок, одеться и так далее. Но поскольку у меня нет на это времени, я не считаю вообще нужным это делать. Но отребье, выходи без глазика. И вот потом мусорный червь, не ходи и не ори на весь мир. Я почему это показала? Потому что я знаю этих убожеств. Я знаю, что они потом удаляют это все и начинают выть. Нас, бедных, несчастных, оскорбляют, обижают. Мы такие бедные. Вот это вот ублюдство точно так же тогда, вот после таких выступлений,
на их детей было сделано. Когда одну лизинку куда-то отвезли, сказали, ей плохо стало, и бабка ее, которая вот такая же мразь была, она исчезла куда-то. И вот это отребье, которое 3 года не ест и не пьет, бегает за мной. Я просто смысл ее жизни. Если меня отобрать у нее, она просто сдохнет, повесится. Потому что я смысл жизни этой вонючей кукушки. У нее больше ничего нет. У нее столько людей, все к ней приходят, все говорят, все плачут, все говорят, спасите от Хосроевой, там такие порчи страшные, там такие ужасающие вещи, люди все потеряли, люди на улицах плачут. Люди каждый день говорят мне спасибо. Я постоянно выставляю ролики с их записью, с их благодарностью. Но отребья говорят, нет, вы просто не понимаете, это не так, на самом деле вам очень плохо. Они говорят, спасибо большое, мы дом купили. Нет, неправда, ты не понимаешь. Понимаешь, ты не понимаешь. Это не так. Это когда мужик говорит женщине, я тебя не люблю, ты мне противна. Нет, неправда, ты не знаешь просто. Ты меня очень любишь и очень счастлив. Просто ты не понимаешь. Это не так. Что это говорит? Это говорит о том, что это шизофрения. Люди создали себе мир и верят в этот мир. Они в этом мире себя считают великими, они считают там очень известными, люди приходят, все умоляют, все падают на колени. Да на самом деле, если вообще вот подумать трезво, на самом деле у вас ничего в жизни, кроме говна, нет. Одна это и говорит, другая то и говорит, это и говорит, это тому говорит. Вы просто отребье. Понимаете, отщепенцы, вас отовсюду гонят в шею. Куда бы вы ни пошли, везде вас нахер посылать, потому что вы настолько вонючие. Доброй ночи. Вот реально вонь. Вонь за километр. Что случилось с этим бедным стариком? Тоже послали нахер. Уже назвали самыми грязными словами. Он это заслужил, потому что он связался с вами отребьем, и не проверив, не подумав, он лез в эту авантюру с желанием больших денег заработать за счет того, чтобы загрязнить имя человека. Любой, кто с вами связался и был опозорен, он это заслужил. Потому что нельзя, понимаете, нельзя лезть с грязью к человеку, который тебе ничего не сделал. Просто лезть в любую авантюру. Знаете, мы за любой кипиш. Вот мы полезли, а почему бы нет? Давайте обсирать ее, это же может и деньги нам принести и так далее. Вы пришли подлостью заработать, вы заработали подлостью только то, что заработали, понимаете? Вот и заработали друг друга. Сейчас обзывают, обсирают, опускают, в грязь спускают, канализацию окунают. Ну, вы там живете, это вы жители этой канализации. Это сальная рожа все время радостная, что ой, она молодая жена у ее старого мужа. Ты ёкала мене. Я знаю, там показывали брак в Египте, этому мужику 70 лет, а ей 20. Ну и что, умственно отсталые выдали за этого 70-летнего старика. Умственно отсталые, дебильные. Дебилка просто. Он сидит, говорит, я, слава Аллаху, такая счастливая, у меня такой прекрасный, шикарный муж, а у него уже зубов нет. Какие 70? 83 года, извиняюсь. А ей 20. Она тоже счастливая, радостная, что у нее муж старый, она молодая. Ну и чё? Давайте тогда всех даунов теперь будем говорить, ой, у них там такая любовь. Умственно отсталые просто, умственно отсталые. Больше ничего. Пригнали машину куда-то, там 5 минут сфотографировались у моря. Реально не хочется об этом отребье говорить. Ну смешно. Ну, видно, что они куда-то по делу поехали, их отправили, платят иногда, понимаете, за прогон машин туда и возвращение обратно. Люди, когда едут на море, они идут туда отдыхать, они идут там в пляже валяться, они идут туда оставаться несколько дней. Ты что, поехала на пляж, чтобы 5 минут возле моря сфотографироваться и вернуться обратно? Это и был твой отдых на море, что ли? Очень интересный отдых. А я тебе скажу, брат у меня работал в этой сфере. Машины гонят, машины заказывают, они с севера берут и пригоняют туда. Вот и все. Пригнали, деньги получили, и то не все деньги их, конечно, и делятся с тем, кто им работу дал и так далее. Вот приезжают, хоть куда они поедут, хоть в Крым они пригонят, хоть
хер знает куда пригонят. Вот они везде пригоняют эту машину. В это место приехали, деньги получили, уехали. Отдых на море не такой. Понимаешь? Ой, посмотрите, я вот возле моря. Я вам море сейчас покажу. Вот мои сейчас отдыхают там. Вот в море я вам сейчас покажу, если вам очень интересно. Конечно, не буду особо показывать, просто издалека вам покажу море, чтобы вы видели, какой бывает вообще отдых на море, если это вас так сильно интересует. Отправила отдыхать. Я пока не могу, потому что у меня очень много дел, и вообще я в следующем году поеду. Вот Абхазия. Вот мне прислали. Вот это отдых на море. Уже 10-й день. Скоро приедут. Видали, что такое море и отдых? Пришли там, 2 секунды у моря сфоткались. Вот мы в море отдыхаем, мы счастливые люди. Хватит позориться, хорош. Вы смешны просто. Не все люди бараны, понимаете? Не все люди бараны, чтобы сидеть и верить в эту херню. Какая кому разница, где ты отдыхаешь, что ты делаешь? Вообще абсолютно плевать. Абсолютно наплевать. Но это не показатель того, что ты счастливый человек. Сейчас вообще не роскошь отдыхать хоть где. Это не роскошь. Это сейчас доступно вообще любому человеку. На море можно полететь и отдохнуть и вернуться за 20 тысяч рублей. Просто полететь там, сфотографировать себя и вернуться. Ты человеком будь, убожество несчастное. Сидят в своей коммунальке, гавкают. Ладно, плевать на них, пускай они друг друга грызут. Мы немножко так от темы перешли, как всегда. Но ничего, вначале можно немножко побеседовать, а дальше уже говорить далее. Я просто почему вам включила, чтобы вы поняли. Я хочу вас спросить. Вот вы просто подумайте. Вы говорите, вот, дети, как можно, порча на семью. Вы услышали? Если бы у вас была сила, вы бы не сделали на эту семью, на ее детей, на всех на свете эту порчу. Вы же слышали это отребье? Отребье имеет право открывать свой вонючий рот. А мы не имеем права мстить. Почему я должна сидеть думать, ой, так отомстить, чтобы ее дети не пострадали? Да мне плевать на ее детей. Вообще чихать я хотела. Понимаете? Вообще чихать я хотела. Если человек думает о своих детях, он не затронет такую, как я. Вот я буду сейчас сидеть и думать. Понимаете, я буду сейчас сидеть и думать, как бы ударить так, чтобы она, бедная, не пострадала, или дети. Да мне плевать на ее детей. Ее дети вырастут такие же твари, как она сама. От такого отребья хорошие дети не вырастут. А теперь двигаемся вперед. Здравствуйте, уважаемая Инга Яна. Меня зовут Ольга. Я не удержалась и хочу отправить вам огромную благодарность и низкий поклон за ритуал Пуджа. А, я слышала. Все, мы слышали с вами про Пуджу. Извиняюсь. Давайте новые. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яна и уважаемые подписчики канала «Ведьмина изба». Очень хочу поделиться с вами о действии и результатах после проведения уникальных ритуалов, которые щедро дарит нам всем уважаемая Инга. Нашла я канал в Ютубе случайно, в январе 2019 года. А может и не случайно, так как у меня было очень сильное желание улучшить свою жизнь. На тот момент я только догадывалась о том, что я беременна. А через 3 месяца, когда встала на учет, то оказалось, что беременна двойней. Поэтому целый год я слушала лекции, записывала ритуалы в тетрадь, но ничего не проводила. Лекции уважаемой Инги меняли мое сознание. Для меня это происходило очень болезненно, так как потом у меня болела и раскалывалась голова. В какой-то момент появилось дикое желание отписаться от канала и не испытывать. Мы это тоже слушали. О том, что у нее все было хорошо, потом в итоге
Давайте эти последний полный послушаем. денежный источник на банковскую карту, отсечь от себя ненужные расходы, денежное дерево, ритуал с паспортом, денежная икона, вечная купюра. Заклинание Деда Миколы на богатую долю я провела пока только один раз. На следующий день после проведения ритуала я увидела на секунду в районе шкафа некое светлое спиралевидное свечение. На тот момент я подумала, что мне все это просто показалось. Но потом, когда мне понадобились вещи в шкафу, то я увидела, что они сверху обсыпаны блестящей пыльцой. Ритуал отнял у меня много энергии и сил, так Слушали и как в течение слушали. примерно Это 5 что дней за я вообще, в не конце могла концов? ничего делать по дому. Сама была не своя. Потом в течение примерно 2 месяцев на счету моей банковской карты было чуть больше 100 тысяч рублей. Вот мы У слушали, меня все. переключите. Огромная Уже мне благодарность уважаемой указания Инге дают. за возврат к своим Охренеть. древним богам. Прям уже указания дали. А переключи. Нормально? Проводила я еще ритуал обращения за помощью к даме из колоды карт. Э, Обратилась к даме Пик. Нужно было мне поехать кое-куда, где люди там нехорошо ко мне относятся. Они не показывают это. И я обращалась несколько раз, и мне помогли. Мне помогла дама Пик. Она мне дала такую волю. Она мне давала волю такую. И дороги, правда, чистила. Люди они просто робели передо мной. И не узнавали меня, что это я не робею, так как раньше. Замечательный ритуал. Спасибо вам. Проводила ритуал. Да я не об этом говорю. Я говорю о том, что мне уже указания дали внизу. Переключи, пишет человек. Вот это вот меня возмутило. Был в Тенгри, где я все четко провела. Я была просто на вышине в той ситуации, которая мне нужно было. Я себя просто не узнавала. Мне так никогда не везло. Никогда. Все так прям, как должно было быть для моего удовольствия. Так и произошло все. Я была ошарашена. Ситуация поворачивалась только в мою пользу. От сплетен, где нужно свечку колоть ножиком. От злого языка, то есть извиняюсь. Тоже очень хороший ритуал. Как начинаются какие-то сплетни про меня, я чувствую это. Я сразу провожу его, и все уходит. Потому что вместе с этими сплетнями проблемы, ссоры приходят. Сразу все становится на свои места, и все успокаивается. Я даже не знала, что сплетни так могут вредить человеку. Могут. Это посылы. Все чистки, которые, как наша уважаемая Инга говорит, как будете себя чувствовать, что будет происходить с вами. Тошнота, либо то, либо это, либо откроются дороги. Все так же, и как говорит наша Инга, все так же и происходит. Соляной стол, когда я проводила, у меня была тошнота, и все хорошо стало после проведения этого ритуала. Это очень сильная чистка, соляной стол. Я очень благодарна вам, уважаемая Инга. Я немало ритуалов проводила, много чего. Вспоминаю просто сейчас и в восторге от тех результатов. Спасибо силам высшим, спасибо богам, что они слышат, что они помогают. Не то, что раньше никому даже не нужен был. Ноешь, воешь, кому ты нужен. Хоть кричи, хоть бейся, тебя не слышат нигде. Спасибо вам, низкий вам поклон за все ритуалы, за все эфиры великолепные, которые вы проводили и давали нам возможность поприсутствовать. Спасибо, что вы были с нами, нас поддерживали, всех нас, когда был коронавирус этот. Спасибо вам большое за все, за столько ритуалов. Если бы не вы, я не знаю, что было бы со мной. Я говорю правду. Я вас встретила тогда, когда у меня уже просто была пустыня, жизнь была. Просто я уже на грани была того, что должно было случиться, того, чего я боялась. Вы меня просто спасли. Спасибо вам, низкий вам поклон.
Здравствуйте, уважаемая Яна, уважаемая Инга. Первое, что я хочу сделать, я хочу поблагодарить вас за ваши великие труды и сказать, что все ваши ритуалы, которые вы дарите нам, они действительно работают. Хочу сказать вам, вернее рассказать, что буквально в марте у меня случилась очень неприятная история. Я рассталась с мужчиной. В связи с этим коронавирусом я лишилась работы. Я осталась полностью в долгах. Отношения с дочерью у меня очень были плохие. Осталась я настолько без денег, что у меня даже не было на проезд 20 рублей на маршрутку. Я искала работу очень долго. На вашем канале Я извиняюсь, секунду вставлю. Дорогие друзья, вот бывают такие моменты, очень омерзительные. Женщины, которые в своей жизни отдали все для того, чтобы ребенок хорошо жил, хорошо одевался. У меня был случай, когда женщина приехала в Москву, хотела устроиться на работу, все такое, и дочери здесь жили. Бывший муж купил квартиру. Вы не представляете, как они ее терроризировали, унижали, издевались просто над ней, и ей пришлось просто уехать. Она просто, с дрожащим голосом она говорит: мне пришлось с одной женщиной жить, которая воровала у нее деньги, все такое. И она говорит: мне это настолько больно, что я помню, когда мне муж предлагал поехать куда-то отдыхать, я даже у дочерей спрашивала, куда они хотят, какое место им хочется, чтобы папа нас отвез. То есть я всю жизнь делала так, как им хотелось, чтобы им было хорошо. И когда я вырастила их, меня буквально выталкивают ночью на улицу свои дети. Понимаете, это очень мерзко. Правда, это омерзительно, особенно когда человек отдает всю себя ребенку, а в ответ получает такую вот мерзопакостную неблагодарность. Я понимаю, что это больно звучит, и я хочу вам сказать, дорогие друзья, вот женщины, которые писали, это много женщин так писали за мою практику, и я просто им советую единственное. Вы хотите, чтобы ваш ребенок вас ценил? Вот просто откажитесь от него, отвернитесь и уходите. Все. Это, может, кто-нибудь скажет, вот легко сказать, нелегко сказать, но так надо делать. Ребенок должен почувствовать, пройдет год, два, три, если это твой ребенок, если этот ребенок, знаете, твоя генетика, если это родная душа, твое дитя, он осознает. Потому что если ты будешь дальше снабжать, помогать, думая о том, что... Значит, думая о том, что я все равно буду помогать, потому что это мой долг, я мать, я родила, дала жизнь и так далее, дети не почувствуют ничего. Дети, по сути, эгоистичны, как правило. И тут, знаете, вроде ничего не меняется, просто тебя нет рядом, и все. Но ты как была матерью, так и осталась. Ты как помогала, так и помогаешь. Ты как отправляла деньги, так и отправляешь. И ребенок не чувствует, не ощущает, что матери не хватает. То есть ты превращаешься для своего ребенка как средство для жизни, не более того. Для того, чтобы ребенок зауважал тебя, отвернись и уйди. И никаких связей нет у детей у меня. Все, я вычеркнула. Я забыла о вас. И когда вот, если они твои дети, если они даны судьбой как твои дети, они будут, они осознают. Если нет, пошли к чертям. Я вам серьезно говорю. Вот сейчас скажете, жестокие слова. Нет, правильные слова. Ребенок, которому ты даешь жизнь, ребенок, которому ты даешь все в жизни, он должен быть с тобой, даже если весь мир отвернется. Во время армянского геноцида, когда матерей убивали, дети могли убежать. Они оставались с матерями и принимали очень страшную мученическую смерть. Чего только не было, их там на крючках поднимали живыми, ужасающую смерть. Они не бросали своих матерей. Многие из них
самоотверженно защищали и умирали с матерью. Понимаете, ребенок должен быть твоей защитой. Если весь мир против тебя, твоя дочь или твой сын должен за тебя морду бить. Это и есть ребенок. Но ребенок, который тебя при первой же возможности может предать, этот ребенок тебе не нужен. Это просто кусок твоей плоти. И не более того. Просто твой генетический материал. Но это не сын, это не дочь. Запомните это. Это просто генетический материал, который ты родила в этот мир, и все, и они живут своей жизнью. Но если это сын или это дочь, она загрызет за тебя глотку. Если ребенок, понимаете, при ребенке, когда муж начинает ругаться, ребенок начинает защищать маму, вот это есть ребенок. Но если ребенок прибежал к отцу, который изменил его матери, который оскорбил ее, и ребенок продается за компьютер, за какие-то посулы, это не ребенок. И вспомните Тиграна Великого, который обезглавил всех своих троих сыновей. Он сказал: сын, который не имеет верности даже моего коня, он мне не сын. Поэтому вот такие истории о том, что ребенок меня предал. То есть человеку нечего есть, человеку нечем ездить, даже на транспорт нет денег. И ребенок об этом знает и плевать хотела. Вот когда она поднимется на ноги, ребенок придет. Потому что выгодная мама. Мне пишут так люди, дорогие друзья. Я никогда не думал, что это реально. Это реально, это происходит в нашей жизни. Что бывший муж пришел с детьми, поговорил, дети переменились просто. Они начали грубить, они начали ее унижать. Мы хотим к маме, к папе, мы будем с папой жить и с его женой, нам там лучше. И она сидит, ревет. Что мне делать, как... Я говорю, если твои дети за 3 копейки продаются... Забудь про них. Просто вычеркни, отдай ему и скажи: забирай своих ублюдков. Это реально ублюдки уже, это уже не дети. Забирай их. Выйди замуж, роди ребенка, который будет твой верный ребенок. Много раз было, когда дети, воспитанные у бабушек, потом игнорировали матерей, потому что они не привыкли к трудностям. Они привыкли, что бабушка жопу лижет, сутками ходит, вот это кушай, это пей. Они не привыкли к трудностям. А есть дети, я видела, которые ухаживают за своей слепой матерью, безногой. Понимаете? 14 лет мальчику, он ходит в лес за дровами, он корову пасет, он по хозяйству, мама не может встать с места. Он ее моет, он ей волосы расчесывает. Вот сын. Понимаете? Вот сын. И невзирая ни на что, в советское время воспитывали плетью, но дети не бросали своих родителей потом в старости. И не напоминали: вот ты меня бил. А сейчас над детьми дрожат, все вот, пожалуйста, кушать, пить, компьютер и все. И ребенок отворачивается, просто фыркая, и уходит. И плевать он хотел, что ты умираешь, понимаете? Поэтому учтите, хотите, чтобы ваши дети вас ценили после такого? Отвернулись, ты мне не ребенок. Почему вы считаете, что всегда родитель должен чувствовать себя виноватым, а не ребенок? Если ты все отдаешь своему ребенку, а ребенок так себя ведет, почему вы считаете, что вечно надо родителя клевать? Вот ты такая, вот из-за тебя так. Вот, да ладно уж, на Кавказе тоже не все ценят, Елена. На Кавказе тоже уже началось это все. Почему мы считаем, что всегда надо клевать родителя? Вот ты плохой, ты так воспитал, вот ты это сделал. Я знала профессоров, у которых сыновья вырастали такими скотами просто невозможными, грабили родителей, чего только и руки поднимали. Люди, которые все отдали, буквально всего себя, и любовь, морковь, обнимашки, целование, по морям возили. Это, ну, не надо всегда говорить, что вот родители.
У меня рядом, говорю вам, татарка Фая, которые взяли эту девочку, трехмесячную взяли, Розой назвали, обожала она ее. Кремлевские там елки, Крым, и Феодосия, куда только не возила, чего только не показала, что только не отдала. И замуж выдала, и квартиру отдала, и все на свете. И в итоге издевательство, грязь, и кидалась на них, и все на свете. Понимаете? Не надо всегда думать, что вот родитель. Вот если родитель слишком избаловал, вот вы избаловали, вот он такой вырос. Родитель бьет каждый день, унижает, бьет по морде. Вот ты унижал ребенка, бил, вот он такой вырос. Каким его растить, вашу мать? Это немножко еще зависит от человека, от его души. Если родилось отребье, неважно кто ты, хоть профессор, хоть Господь Бог, он все равно этим станет, понимаете? Так вот, закрыли рты. Надоели уже со своими. Есть какой-нибудь ритуал? Какой ритуал тебе, дуре, надо дать? Какой ритуал? Дать ритуал, чтобы у тебя сын сразу тебя полюбил? 50 лет не любил, а сейчас сразу полюбит из-за ритуала одного. И самое главное, я вам говорю, при такой ситуации отвернуться, полностью отвернуться и все. Пускай он понимает, нет у него больше матери. Он должен это осознать. Он это должен понять. До него должно дойти. Нет матери, не будет ни помощи, ни любви, ничего. Ничего. Вычеркнули, все. Сынок, тебе хорошо с твоей тещей, новой женой? До свидания, забудь меня. Меня не существует, ты мне не сын. И неважно, есть у вас еще дети или нету. Ну и что, тысячи людей живут на земле, у них вообще нет детей. А они живут в свое удовольствие, умирают. Но мы пришли для себя жить, в конце концов. Мы пришли жить свою жизнь, а не чью-то. Просто меня возмущает всегда, когда люди, которых предавали дети, после, ну все-таки это мой ребенок. Ребенок, который знает, что ты голодная. Ребенок, который знает, что тебе нету даже на транспорт. Ребенок, который знает, что ты можешь упасть и умереть. И плевать она хотела на тебя. Почему мы считаем, что всегда родители виноваты и всегда родители такие-сякие? Родитель, который в трудном положении, неважно какой он. Да вашу мать, я видела, когда снимали интервью с алкашками, ребенок побежал, принес расческу, начал расчесывать маму перед камерой, алкашку падшую уже беззубую, чтобы мама выглядела красиво. Так эта алкашка что дала этому ребенку на теплотрассе? Ни хера. Почему этот ребенок любит свою мать? А ты там все даешь. И еще должна думать, переживать, что я не так сделала, что мой ребенок... Да все ты так сделала, просто немножко еще зависит от человека, от его души. От его души. Запомните, дети, которые вам не отвечают даже верностью собаки, они вам не дети. Это просто материал, который вы родили на свет. Все. Генетический материал и все. Если родители предают, значит, они такие же. Я же не говорю, что родители хорошие или дети плохие. Я говорю, ситуации разные бывают. Не надо всегда думать, что это родитель. Вот в этом случае, в этой ситуации я вижу, что матери было тяжело. Ей нечего было есть. Какого хера ты рожаешь дочь, мучаешься, потом восстанавливаешься, каждые роды отнимают у тебя полжизни. Если бы не рожала, была бы как тростинка. Рожаешь, у тебя грудь меняется, у тебя бедра меняются, у тебя зубы начинают болеть, у тебя десна болят, у тебя волосы выпадают. Каждые роды – это просто самоотверженный труд. После ты ухаживаешь за ним, ты не спишь годами, чтобы он не болел. Потом садик, школа, за успехами следи, сиди, говори, покупай все хорошее. Я не знаю, переживай, думай, и потом, когда тебе есть нечего, она с тобой не хочет разговаривать. И кто это? Это ребенок? Это дочь или сын? Нет. Это просто генетический материал. И все. Понимаете? И что делать в этой ситуации? Я вам советую всем женщинам, с которыми дети так поступили, предательски. Отвернулись и сказали, ты мне больше никто.
И не надо мне говорить, вот вам легко сказать, а вы сможете? Смогу. Смогу, я вас уверяю, что смогу. Точно так же я могу охладеть за секунду к человеку, неважно, кто он мне. Это характер моей бабушки. Она тоже говорила, если человек подлый, мне пофигу кто, хоть сын родной. Я отвернусь и все. Смогу. Я просто скажу, вот я для тебя все сделала, я для тебя все сделала, но ты меня предал за 3 копейки, ты мне больше никто. И меня никогда никто не переубедит. Я до конца жизни проживу одна, я его знать не знаю. Понимаете, пусть живет своей жизнью, пусть женится, идет в армию, пусть поступает в университет. Я не знаю, не буду участвовать в его жизни вообще. Потому что сын, который не ответит мне любовью за любовь, когда я умирала, и мне сказали, родишь ребенка, можешь умереть, можешь вообще ослепнуть. И когда моя болезнь обострилась из-за того, что я пошла на риски, родила ребенка, а мне нельзя было рожать. И если мой сын после всего этого меня предаст, он мне никто, хотя он один ребенок. И я не собираюсь, я не из тех матерей, которые, сынок, что бы ты ни сделал, все равно. Нет, я его не предам. Знаете, когда пришли одного из Цезарей убивать и сказали, где твой сын матери? Она сказала, у меня в утробе. И начали бить ее и убили ее. Я его не предам. Никогда. Если весь мир от него отвернется, я не отвернусь. И того же я требую от него. Если он это не сделает, если он это не оправдает, поверьте мне, вся моя любовь просто будет уничтожена. Я закрою все. Я закрою свое сердце, я охладею, нет у меня больше никого. Точка. И так и надо делать. Если вы хотите, чтобы вас ценили, поступайте именно так. Со своими мужьями, дочерьми, матерями, которые... У меня мама всю жизнь меня называла уродкой, отчим меня била, мама била, и все, мы издевались. Я простила, там это самое. Прощать можно, когда человек раскаялся, когда плачет, когда... извиняется, просит прощения, прощать. Ну, в каком смысле прощать? Не мстить просто. Ну, мать и мать дала жизнь, на тебе кусок хлеба, живи. Понятное дело. Но когда такие издевательства, измывательства, унижения и ни капли раскаяния, я все-таки простила. Значит, ты тряпка. Какая разница? Ну, она же все-таки мать. Дальше что? Не она бы тебя родила, родила бы другая женщина. Ты бы все равно родилась на этот свет, если тебе дано было жить. Вы не думаете, что вы по гроб жизни им обязаны. Вы не обязаны им ничем. Вы должны просто заботиться о них. Если они достойные родители, кланяйтесь, целуйте им ноги. Но если они алкашня конченые, которые чихать хотели, где ты ночуешь, что ты ешь, как ты живешь... Да и не алкашня, просто безразличные родители, которые не дали ни капли любви. Почему ты должна их прощать? Где справедливость? Они издевались, измывались, а в старости лет живут в почете, в славе и в уважении. За что? В этом мире все должно быть закономерно. Понимаете, в этом мире ты должен получать то, что отдаешь. Если там не отдали любви, что они просят? Любовь, не пойму. Обижаются еще. Вот, дети не приезжают. Вот, не приезжают мои дети. А ты вспомни, когда твой муж бил их. Что ты делал? Ты заступала за своих детей? Нет. Ты ложилась, как шлюха, в постель, раздвигала ему ноги после того, как он издевательски избивал, унижал твоих детей, обзывал овцами, дураками. Понимаете? Показывает, с отчимом подрался из-за матери. Ударил его ножом. И теперь по этапу отвезут. И она приехала, значит, сидит эта тварь, схватилась за его руку, сидит шалава. Вот это самое. И там сказали, говорят, у вас совесть есть, твоего ребенка завтра могут отвезти по этапу, и неизвестно, сколько лет отдадут, и сколько он на зонах пробудет. А ты, тварь, пришла, вцепилась за этот хер и сидишь. Ты кто вообще? И такую мать завтра называют матерью, прощать, любить и заботиться. Какого хрена она заботилась, чтобы требовать заботы? Я говорю о том,
что если ваш сын неблагодарная тварь, не надо его прощать и допускать. Вычеркните, до свидания, все. Если вы чувствуете, что вы родитель были хороший, а он не оценил, прощай. Если вы чувствуете, что ваши родители вас не любили, ничего хорошего вам не дали, не надо себя мучить, терзать. Ой, да что вы, мои родители, все-таки же они мои родители, какие бы ни были. Нет, они не должны быть, какие бы ни были, они должны быть родители. Я не говорю о том, что они вас наказывали из-за того, что вы 12 ночи пришли, что они вас по заднице дали ремнем и так далее. Я не о таких случаях говорю, что они тебе сказали, нехер деньги тратить и не дадим. Я говорю о том, что измывались над твоей душой, что когда ты хотела пойти покончить с собой, твоя мать, ага, ты ничего не сделаешь, дура ты. И таких матерей называть матерями после, вот все-таки мать. Какая мать? Рожальница она, а не мать. Понимаете? Инкубатор. Ну, родила, и что дальше? Ноги раздвигать все могут, и рожать тоже все могут. Собаке подойди, попробуй щенка забрать. Растерзает. Сколько было таких случаев, скальп снимает собака. К собаке подойди и попробуй забрать щенка. Мать. Относитесь ко всему, и к поступкам человеческим, и к жизни человека, и к его вообще поведению. Относитесь справедливо. Не с точки зрения вот этого рабской христианской морали для баранов. Ну, все-таки мать, ну, все-таки сын. Ценишь меня? Мой сын. Не ценишь меня? Пошел вон. Иди делай, что хочешь. Я вообще не понимаю женщин, которые говорят, вот он там женился, жена не хочет, чтобы он со мной общался. Вот что делать, он все-таки мой сын. Он женился, жена говорит, мать, забудь вообще, не будешь туда ходить. Он все-таки мой сын. Он не сын больше, он отребье, он все. Все, он не должен для вас существовать больше никогда. Пока он не придет на коленях, не будет молить о прощении, пока он не осознает, какой он был чмо и тряпка, никакой он вам не сын после этого. В жопу своей, значит, этой тещи влез и все, забыл, что у него мать была. Какой он сын? Мать, которая тебя оставила в голодном состоянии, мать, которая не интересовалась никогда, как ты живешь, что с тобой происходит. Она тебе не мать. Если она тебя вспомнила тогда, когда ты поднялась, деньги заработала, дом купила, машину купила и так далее, только она тогда вспомнила, что ты есть, она не мать. Нахер она нужна, такая мать? Объясните, для чего она нужна вообще? Чтобы прийти только за твой счет хорошо кайфануть? Она не мать. Мать должна любить своего ребенка во все трудные моменты жизни. Вот тогда она мать и достойна почета. А мать, которая тебя вспоминает только тогда, когда ты уже добилась чего-то, ну раз уж там, ладно уж, раз уж ты не сдохла, раз поднялась, ну ладно, давай тогда помогай. Я же мать, как говорится, от паршивой овцы хоть шерсти клок. И не надо рассказывать о том, что каждая мать все-таки любит своих детей, как-никак мать. Нет, это неправда. Это неправда. Не каждая мать любит своих детей. Не каждая мать любит всех детей. Иногда кого-то обделяет, иногда кого-то больше любит. Но не каждая. Почему мы в этих рамках живем? Каждая мать любит своих детей. Нет. Есть матери, которые не любят своих детей. Они рожают как банк. Они вкладывают туда и хотят обратно получить свои проценты. Не более того. И если ребенок чуть-чуть не оправдал их чаяние, их желание, все, они уже этого ребенка видеть не хотят. Есть матери, которые тебя любят только когда ты на вершине, и когда ты падаешь, они уже не хотят тебя видеть. Они тебя еще и задавят, уничтожат. Они еще и о тебе будут сплетничать с другими твоими братьями и сестрами. И такие вещи тоже есть. И есть дети, которые не любят родителей. Это тоже неправда. Все-таки каждый ребенок любит своих родителей. Не каждый любит. Не каждый способен любить. Это понятие есть, понимаете? Любить не каждый способен. Мы в каких-то этих стереотипах, что вот раз она мать, значит только хороший желает. А сколько таких матерей, которые ломают судьбы,
Тебя бьет, издевается, а мать говорит, терпи, он мне хорошие подарки приводит, он хороший мужик, он меня возит. Есть хитрожопые мужики, которые приходят со своими тещами и общаются лучше, чем с матерью. А потом идет и издевается над ее дочерью. А мать говорит, он хороший. Вот ты не понимаешь ничего. Смотри, какой он хороший, учтивый. Да он с тобой хороший, он хитрая тварь. Он с тобой специально делает так, чтобы завтра ты сказала, ты заступилась, понимаешь, за него. И сказала пару слов. То есть матери плевать. Я видела матерей, которые выдавали замуж своих дочерей за старых американцев еще в 90-е годы. Ее показывали, эту тварь. Дочка, которая выиграла конкурс красоты, она жила в Казахстане. Ну, она наполовину казашка, наполовину русская. В общем, вот смесь, красивая девчонка. Выдала за старого пердуна 50 с чем-то лет. Я думала, ну там все-таки хорошо, там. Ты ничего не думала, ты хотела в Америку. Когда он ее убил там, она запретила ее тело привезти в Россию. Вы подумайте, она запретила, сказала, надо похоронить там, где ее муж. Какой муж, который ее задушил, изнасиловал вместе с другом и задушил в гараже и держал ее тело. Она не разрешила с далеко идущим планом. А потом, знаете, что она сделала? Потом написала в посольство, что хочет быть ближе к могиле дочери. И все-таки ее мечта осуществилась. Она оказалась в Америке и живет там. Ради осуществления своей мечты на все пошла человек. На все. Вот такие матери тоже есть. Давайте скажем, все матери. Какие матери-то? Слушаем дальше. Уже второй год. Я писала вам, вы мне отказали. Но я стала пробовать все сама. И ваши ритуалы действительно работают. Отказываю не потому, что я кого-то ненавижу. Когда я отказываю, кто-то идет на меня говно лить, а кто-то, нормальный человек, начинает садиться, думает, отказали, значит, мое состояние не самое плохое, значит, я сама могу что-то делать, понимаете? Когда отказывают, это не значит, что вы плохие или вас ненавидят, просто значит, что в этот момент есть более тяжелые моменты, более тяжелые работы, и вам не настолько сейчас нужно это, насколько тем людям. И сейчас уже август. Я хочу сказать вам спасибо. Я нашла хорошую работу. Отношения с дочерью у меня улучшились. А финансовое положение у меня настолько улучшилось, что я себе купила 2 кольца. Одно кольцо я купила себе с бриллиантом, другое с изумрудом. И А теперь подумайте, отношения с дочерью улучшились. Потому что я одно кольцо купила с бриллиантом, другое с изумрудом. Я уверена, что она и дочери купила что-то. Вот это мерзко. Отношения улучшились, потому что у меня деньги появились. Я купила себе бриллиантовые кольца. Это страшно. Но эта женщина, мне ее жаль. Она считает, что дочь осознала и пришла. Но, к сожалению, это не так. Она пришла, потому что увидела, что у мамы деньги появились, еще и даже бриллиантовые кольца. Вот она и пришла. Такая дочь, она, не надейтесь на нее, это не надежда. Кто вам сказал, что, знаете, наши дети всегда считают, что вот то, что мы создали, это их. Мы им должны отдать и все. А я так не считаю. Я считаю, что если мой сын не будет достоин меня, я просто все это оставлю совершенно чужому человеку. Если на то пошло. Понимаете? Они считают, что все, что мы нажили, все, что мы собрали, все, что мы заработали, это все равно им принадлежит. Ну, и не сегодня, так завтра помрет, и все равно мое. Не надо им давать такой повод думать. Не надо. Дочь пришла, потому что она поняла, у мамы деньги появились, это все равно мое. Что мне стоит? Приду. Я вас уверяю, не хочу, чтобы у этой женщины было плохо, и не будет уже плохо, потому что она делает эти ритуалы. Но если придет такой момент, она точно так же отвернется и уйдет. Потому что уже мама невыгодна. Все, она уже невыгодна. Зачем она нужна? Всегда своим детям говорите, если ты себя поведешь недостойно, запомни, я напишу завещание совершенно другому человеку, племяннику отдам, кому угодно. Кто сказал, что если я тебя родила, я обязана тебе отдавать?
Женщины умирают с голоду, никто за ними не ухаживает, бабушки бедные, мы носим там хлеб кушать. Как померла, 1000 родственников появилось, все сыновья прибежали, дочери. Где вы были, ваша мать, когда ваша мама умирала с голоду, а мы приносили, оставляли? Эти бабки тоже хороши. Им 100 раз говорят, возьмите молодую семью, пускай они за вами ухаживают, потом вы напишите на них, нет, это моим детям. Детям, которые на тебя срать хотели. Понимаете, детям, которые к тебе даже хлеб не приносят. Они тоже до последнего. Нет, это детям моим. Каким детям? А дети заслуживают? Дети, которые не приносят стакан воды, когда тебе плохо. Сколько таких известных женщин, которые миллионы заработали, бриллианты Екатерины собрали у себя для своих сыновей, для своих детей и умирали в одиночестве. Дети даже не пришли просто, даже на похороны не пришли. И что в итоге? Сразу бриллианты продать, дом продать? Тьфу на вас. Это только ваша заслуга, это только вам спасибо. Возможно, я как-то спутанно говорю, но эти слова идут от души. И вам большое спасибо. Я хочу сказать вообще всем людям про вас, что ваши ритуалы, они действительно работают. Нужно только делать. Нужно только стараться и делать. Не жалеть ни времени, ни затрат на это, на все. Потому что все возвращается с такой силой обратно. Спасибо вам большое. Вот это вам урок, что если вам отказали, не потому что вы плохие, а потому что, еще раз объясняю, потому что я вижу, что человек может изучить канал и сделать ритуалы. А сколько раз я слышала? А по-быстрому что-нибудь есть? А вот у вас есть какой-то талисман денежный, чтобы я все, черный список, до свидания. Потому что не о чем тут разговаривать. Я человеку говорю, изучите канал. Мне отправляют деньги по Western Union или как там, по золотой короне. Я вам отправила, здравствуйте, вот, пожалуйста, вот очистите меня. Я говорю, а кто вам вообще дал, кто вам позволил мне отправлять? Иди забирай свои деньги, больше никогда сюда не пиши. Я уже отправила, я вот, сделайте мне чистку. Вы что, на базаре нашли какую-то цыганку, гадалку? Вот я уже отправила, все, уже ведите, возьмите, и уже... Сейчас побежала я за твоими деньгами, прям побежала я. Понимаете, ведите себя достойно, если вы хотите, чтобы к вам достойно я относилась. Сейчас принесу зарядку и продолжим. Так, продолжим сейчас, секунду. Сейчас перезагрузится пару секунд. Итак, послушаем еще один голосовой. Яна, добрый день. Хочу передать огромное спасибо Инге за могучий морок ведьмака Ивана. Великолепная вещь. На днях меня остановил гаишник. Я так слегка нарушила, совершенно как бы несерьезно. Выезжала с заправки, руководствуясь просто не знаком, а разметкой. Но так ездят все, потому что разметка позволяет ехать налево. И он был в машине один своей и очень настойчиво хотел выносить мне мозг, так сказать, и просить с меня денег. Он забрал мои документы, припарковался сзади меня и сел в машину. Я думаю, господи, что же мне сделать? И просто первое, что мне пришло в голову, это вот начитывать этот морок. Инга говорила читать его 6 раз, но пока он писал там эти бумажки, я читала его, не знаю, наверное, 36 раз. И я просто смотрела в зеркало заднего вида на него
Я смотрю просто, как у мужика тупеет лицо и стекленеют глаза. Он потом, он выходил из машины несколько раз, что-то рвал какие-то свои протоколы, кидал, у него замусорено было все сиденье этими бумажками, когда я пришла с своими документами. Он не мог списать даже мой номер. Он сказал, я не мог списать ваши документы и ваш номер. У вас, говорит, машина как заговоренная. У меня никогда такого не было. Более того, он позвонил в наши ГАИ, хотя, казалось бы, гаишник был с другого города, Брянский. С какой стати ему звонить в ГАИ? Он остановил обычную девчонку на обычной машине, то есть ничего такого. Он позвонил, спросил, кто я. А все гаишники наши меня знают, потому что мой цветочный салон находится рядом с милицией и с ГАИ, соответственно. И они ему говорят, ой, это наши, их там трогать не надо, пусть девчонки едут, все нормально. И, в общем, я отделалась всего лишь штрафом 250 рублей, и он пожелал мне удачного дня и со стеклянными такими же глазами уехал. Он сказал, что никогда с ним такого не было. И вообще он не понимает, что с ним происходит. В общем, до свидания, девушка, всего хорошего. Инге огромное спасибо, вещь вообще просто сумасшедшая. И вам огромное спасибо за ваш труд. Я вам скажу, с этим связан еще один случай, когда женщина мне говорит, тоже с ГАИ, собственно говоря, она нарушила, но на сей раз, значит, он начал выпендриваться, что вот вы пьяные. Ну, они любят это делать, на нервы действуют, вы пьяные, туда-сюда. Знаете, как у себя в машине попрыскают там водку, а потом садится человек и говорят, вот вы же чувствуете, там вот вдвоем начинает обрабатывать. Вот вы чувствуете вот запах, это что, не от нас же идет, от вас. То есть они надеются попасть в точку. Ну, мало ли, может, человек вчера пил, понимаете, ночью лег спать, а вдруг в крови еще осталось это все, алкоголь и прочее, тем более сейчас люди все дома сидят. И она говорит, я вообще не пьющий человек, мне нельзя. И она начала чуть ли не плакать, что нет, это не так и так далее. Ну, в общем, ее отвезли на экспертизу, машину хотели на эвакуаторе, значит, забрать, а там внутри сидела их, ну, ребенок сидел, ребенка тоже забрали вместе с ней. И машина стояла прямо на трассе, так закрыла, она уехала. Она говорит, я, значит, меня везут, там сзади сижу, и вот она читала вот этот морок Ведьмака Ивана. Ну, в общем, читала полушепотом, они что-то между собой переговаривались, и вдруг один другому говорит, слушай, там, Алексеич, или как там, насколько я помню, что она сказала, Алексеич, знаешь что, поверни-ка это обратно, наверное, обратно поедем. Он говорит, а почему, что случилось? Да вот, поехали обратно. Они ее привезли обратно, значит, высадили, сказали, ну ладно, девушка, езжайте, в общем, все, мы так поняли, вы не пьяная, все такое. И она говорит, я не могла понять, что происходит. Они ее высадили, просто высадили, она с непонимающим видом подошла к машине, они просто уехали. Она говорит, я стою и не могу понять, что происходит. Никаких объяснений, ничего, что там случилось, как, абсолютно ничего. Они ехали, просто переговаривались о своих делах, ни о чем. То есть они не решали, что делать. Они хотели отвезти ее туда, на экспертизу, машину загнать, значит, в этот... Понимаете, бывает иногда попадаются такие вот мерзкие люди, которые, ну вот просто вот хотят вывести, им пофигу. Они хотели денег, видимо, она просто или не догадалась, или, ну вот, сказала нет, нет, ни в какую... Ну вот сунула бы им там по 500 рублей, может, отпустили. Она и этого не стала делать. Может, не поняла, может, испугалась. И вот они решили, значит, нервы потрепать. Ну вот, раз такое дело, поехали на экспертизу. И вот, говорит, мы уже отъехали, минут 15 от машины уже едем. И они тут же развернулись, ее вернули обратно, высадили и уехали. Причем ничего не объяснили, никаких протоколов, ничего. Вообще просто уехали. Вот я тоже самое, да. Ну, наверное, деньги, не знаю. Но они то же самое. Но в этом случае они не сказали, что они не понимают, почему у них так происходит. Они просто молча ее вернули и уехали обратно, собственно говоря. Вот такие вот вещи случаются, вообще невероятно непонятные. Дальше слушаем. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яночка, а также зрители канала «Ведьмина изба». Хочу рассказать о результатах моих работ с ритуалами. Начну с того, как я попала на канал. На тот момент я была в состоянии отчаяния и депрессии. В общем, все было плохо. В один прекрасный день я наткнулась на ролик мольбы ведьмы Гекати. Меня этот ролик просто заворожил. Я слушала его ежедневно, ну, где-то раз, наверное, по 100. После я начала осваивать канал Инги Хасрой.
Я начала проводить чистки, а также я провела ритуал найти работу предназначения. Спустя, наверное, где-то 3 месяца я нашла работу. Такое чувство, как будто прям специально для меня освободили место. Место на это я, конечно, метила, но оно было занято. Туда никак не могла пробраться. Тут вот просто все освободилось. У нас в семье были постоянные скандалы, ругани, и я решила провести ритуал «Дух порога». Я его провела буквально 1 раз, и ругань, скандалы, все прекратилось. У нас начал царить мир и идиллия. Когда у меня ребенок температурил где-то дней 6 по 39 температурой, я решила провести ритуал исцелить ребенка для мам. Я его провела буквально 1 раз, и ребенок у меня, наверное, минут через 15 выздоровел, начал ходить, хотя до этого лежал с температурой и не вставал все эти 6 дней. Кайрос подарит счастливый случай. Его я читала 6 дней, 7 дней подряд. Читала, и каждый день мне капали деньги на карточку. В общем, в конце 7-го дня скопилась, приличная сумма. Еще был тоже такой один интересный случай. Провела я ритуал Скорпио. На следующий день мой враг, когда упала и разбила себе лицо. Запнулась она или что. Но дело в том, что когда я проводила этот ритуал, я думала о ней. Может быть, у нее такое действие, ритуал, что это ритуал. Вы можете думать, о ком хотите, духи найдут виноватого. Вот вы можете думать, о ком хотите. Не от этого зависит, о ком мы думали или нет. Вы можете думать совсем не о том человеке, а этот человек расплатится. Силы находят того, кто виноват. Там не сказано ни одного слова вот этому человеку, тому человеку. Вы говорите то, что на душе, вы говорите на врагов, а силы находят. Человек, если был не виноват, хоть думай о нем, хоть не думай о нем, он бы не пострадал. Так подействовало, или это просто совпадение? Подскажите, пожалуйста, уважаемая Вот подсказала. Инга. Также к богине Фортуне я обращаюсь почти каждый день. И, конечно же, я чувствую ее помощь. Также много чисток и всевозможных ритуалов я провожу. Еще много каких хочу провести. Огромное спасибо вам, Инга, за ваши ритуалы. И хочется делать и делать. Моя жизнь поменялась к лучшему благодаря вам. И я буду ее улучшать. Страхи ушли, а взамен пришла уверенность. Уважаемые зрители канала, просите, и будет дано вам. Низкий поклон. Спасибо вам, Инга. Это великие работы. Всем удачи и всех благ. Я вам сейчас объясню. Самое главное, это когда человек перестает бояться завтрашнего дня. Когда человек перестает бояться нищеты, неудач, безденежья. Вот он расслабляет мозг, все, он отключился от этих постоянных страхов. И что происходит в итоге? В итоге, если нет страхи, они уже тебя не парализуют. Понимаете, нами руководит то, что нас злит, то есть наши страхи. Нету страха перед нищетой, нищеты не будет. Все. Чего ты боишься, то получаешь. А если ты этого уже не боишься, ты знаешь, что... Знаете, вот уверенность появляется, вот что-то там надо... например, вот сказали, там мы должны какой-то контракт заключить на работе. И вот они говорят, вот постарайтесь, товарищи, чтобы контракт заключили с нами. А ты думаешь, а я знаю, как сделать. Пошла, начитала Фортуне, Кайроса, попросила, что хотела. Богиня Афадзеда попросила, чтобы мое желание сбылось. И пришла на следующий день, все оружие, спокойно. И тут же подписали контракт. И у всех челюсть отвисла. Как? Вроде мы ничего не делали, как же с нами? А ты знаешь почему. И в следующий раз, когда у тебя что-то случается, или тебе нужно что-то, чтобы было, точно так же ты уже в голове перебираешь, думаешь, так, значит, надо будет мне делать вот этот ритуал, вот этот. Все, я пошла. Идешь домой, делаешь эти ритуалы, на следующий день приходишь, то, что хотела, получилось. Понимаете, когда у тебя в руках есть оружие, которым ты можешь себе добивать пропитание жизни и перемены, и карьеру, тебе уже не страшно. Ты не чувствуешь себя беспомощной. Потому что ты знаешь, вот от этого, ты меня обижаешь, ты ходишь там на меня донос пишешь, ну ладно, сука, погоди.
Пошла, прочитала 3-4 дня, да воскреснет Бог. Все, ее увезли на скорой. Ну, пиши давай, овца. Или пришла, сделала с розой. И до свидания, понимаете? Или тебе говорят, вот 3 кандидата на хорошую должность. Старайтесь, кому из вас там эту должность. Ты приходишь, ты читаешь Дуб Лаврентий на карьерный рост. И на следующий день тебя вызывают и говорят, вот мы подумали, наверное, все-таки тебе отдадим. И все, как? Ну они же хотели целый месяц посмотреть, кто лучше, кто чего. А вот посмотрели, все, хватит им. Они посмотрели и сказали, это твоя должность. Понимаете, о чем я говорю? Вот когда вам подарено на все случаи жизни, работы, ты спокойно живешь, ты не переживаешь. Ты не переживаешь, потому что ты знаешь, что ты проведешь и получишь то, что тебе надо. Деньги нужны, на деньги проведешь. Счастливый случай нужен, проведешь. Хочешь на права сдать, проведешь Кайроса. Хочешь, чтобы тебе карьера была, проведешь Дуб Лаврентий. Хочешь, чтобы коллеги заткнулись, проведешь там Змея Скорпия. Понимаете? Хочешь там, чтобы они, гаишники, тебя отпустили, проведешь Марок. То есть, о чем я хочу вам сказать? Так причем даже книги с собой носить не надо. Вон, интернет, YouTube. Набрал ритуал, оно вышло на моем сайте, оно вышло на моих каналах. Внизу напечатано. Открыл и с печатного текста почитал. Все. Скоропомощники. Набрал, открыл, прочитал. Тут же. Вот едешь там в маршрутке ночь, переживаешь. Взяла скоропомощники Инга Хусроева. Набрала, прочитала и спокойно пошла домой. Понимаете, о чем я хочу вам сказать? Дали вам все. Дали вам в текстовом варианте, дали вам в интернете, дали вам в роликах, чтобы вы могли понять, как это говорится, о чем это говорится, для чего это говорится, понимаете? И так далее. То есть на все случаи жизни, причем так дано вам удобно, что вы можете просто взять и почитать. Да вы можете себе распечатывать и хранить в телефоне как книгу, отдельные там альбомы этих всех заговоров. Все что угодно, понимаете? Так и называется с розой. Ритуал от врагов. Пойдемте далее. Добрый день, Яна. Добрый день, Инга. Записываю голосовое, чтобы вас поблагодарить. Если честно, уже не знаю, который раз, просто слезы льются, невозможно говорить. Вот. Хочу сказать спасибо за то, что вы мне не отказали и дали работу, которую я смогу все-таки провести. Расскажу чуть-чуть то, что знакомого задержали 9 числа. Я все это время думала, не знала, чем помочь, смотрела все видео. Хотя мне такие раньше никогда не нужны были. Вот, и я все-таки решила написать вам в четверг. Вы мне сразу ответили. Я очень благодарна, что вы мне разрешили провести некоторые работы. Я сразу провела, вот сразу буквально. Один ритуал провела, и вечером провела второй ритуал. Его держали 5 дней, и сразу как я провела, то есть в ночь с четверга на пятницу его уже отпустили. Просто... Это ритуал освободит из СИЗО. Запомнили? Я вам еще раз перемотаю. Все те, которые говорят, спрашивают 500 раз, освободиться из СИЗО. Помочь человеку освободиться из СИЗО. Слушаем еще раз пару секунд. Я сразу провела, вот сразу буквально. Один ритуал провела, и вечером провела второй ритуал. Его держали 5 дней, и сразу как я провела, то есть в ночь с четверга на пятницу его уже отпустили. Просто я настолько вам благодарна за то, что вы мне разрешили это сделать.
Хотя там сразу появилось видео, потом я его увидела, но оно, слава богу, уже не пригодилось мне. Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу, потому что просто теперь я знаю, что в любой ситуации я могу открыть ваш канал или написать вам, и я знаю, что помощь мне всегда будет. Все, что я просила, все у меня получалось, все сбывалось в самых сложных ситуациях даже. Помощь всегда будет адекватным, нормальным, достойным людям. Я никогда в жизни не буду грубить и хамить человеку, которому тяжело, который пришел за советом. Я всегда скажу, какие провести, что делать, если это нормальный, достойный человек. А колхозникам, которые 2 часа ночи звонят или пишут, почем услуги, там весь прейскурант, цены, время, значит, сроки и гарантии, чеки, я их сразу посылаю нахер. Потому что они еще не знают, помогу я или нет, они еще не услышали моего «да» и согласия, уже, значит, сидят и предъявляют мне какие-то претензии и прочее. С колхозом я долго не разговариваю. А если людям нехорошо, если им тяжело, они хотят совета, почему бы нет? Ни с одним адекватным человеком никто никогда не скажет, что я с ними, знаете, что я с ними обошлась как-то по-хамски, нахально и так далее. Никто не скажет. А вот эти колхозники, конечно, скажут. Да мне плевать на них. Вообще на их мнение в том числе. Поэтому я очень благодарна силам за то, что я живу в такое время, когда есть такие люди, которые просто невероятные на самом деле. Я не знаю, как это сказать. Которые помогают людям жить. Вот, спасибо большое Инге за ее труд, за любовь на самом деле к людям, потому что это просто одним словом любовь, так помогать людям в таких разных ситуациях. И спасибо, Яна, вам тоже за вашу работу, за то, что тоже помогли. В общем, я вас очень благодарю. И если честно, вы просто мое спасение, любовь, уважение. Спасибо большое. Дело в том, что без любви невозможно делать свою работу хорошо. Если бы Генри Форд не любил свое дело, получая отворот-поворот, получая от всех отрицание, от всех порицания и смех, если бы он не любил, у нас бы не было машин. Нет, может, и было бы, кто-то изобрел, но было бы намного позже. Человек, который изобрел инкубаторы, врач, непрофессиональный врач, врач-любитель, который все свое имущество продал, уговаривал мир, и в конце концов, когда понял, что невозможно никак ничего делать, он создал выставку недоношенных детей в этих инкубаторах, за что платили, приходили, платили билет. То есть покупали. Он себе ничего не брал. Но эти деньги, которые тратились для этих детей, они практически продлевали им жизнь. Вы представляете, порицали, лили грязь, говорили последние слова, проклинали этого человека. А он всего лишь хотел, чтобы недоношенные дети жили. Везде просил, во все двери стучался, во все больницы. Никто нигде не хотел принимать. Он хотел просто бесплатно дарить. И когда люди увидели, что недоношенные дети выживают, они начали отправлять на эту выставку своих детей. Просто от уже безысходности отправляли рожденных малышей недоношенных, и они в этих инкубаторах выживали. Человек жил и умер в нищете, в порицании, в грязи, в плевках. И после его смерти только внедрили это во всех больницах во всем мире. Сегодня мы этому человеку обязаны этими инкубаторами для недоношенных детей. Они спасли миллионы жизней. Понимаете? Вот почему человечество жрет у нас самых лучших, для меня загадка. Мы жрем и уничтожаем тех, на которых держится наша цивилизация.
И этот человек любил, он безумно любил свою профессию и то, что он делает. Только поэтому он добился успеха. Хотя и с опозданием, но он добился успеха. Невозможно, понимаете, невозможно, не любя свою профессию. Это нереально. Вот приходят люди, говорят, что они магией занимаются, людям помогают, такие спасительные люди. Кстати, самое смешное, вот хорошо, что вспомнил, этот макраме. Послушайте, это цирк. Во время их гаданий какие-то шмадани, какие-то дуры пишут ему смс нам. Вот у вас сейчас прямой эфир, погадайте туда-сюда. Через некоторое время он им звонит. Вот те, которые ему позвонили или написали, попали в дерьмо просто двумя ногами. Он им звонит и начинает их убеждать в том, что на них порча, что они делали ритуалы Хосроевой. Мне женщина написала, говорит, я никогда не слышала о вас. Я, говорит, попала случайно в этот эфир, где он там какие-то гадания делает. Написала ему, после чего он мне позвонил и говорит, вот вы наверняка делали, значит, ритуалы Хосроевой, поэтому у вас порча и так далее. Она говорит, я говорю, никакие ритуалы я не делала, я не знаю Хосроеву вообще, кто Анна Хосроева. Да не надо мне тут это, вы сейчас просто не хотите признаваться, это очень опасно. Вот я вам сделаю чистку со скидкой 30 тысяч. Она, говорит, еле отделалась. Но потом она ради интереса набрала «Ведьмина изба», пришла, увидела и меня благодарила за то, что она уже неделю изучает вот мой канал. Так что спасибо ему большое. Они очень много народу привлекли. С тех пор, как они на меня лают, ко мне уже добавилось, я даже не знаю, 50 тысяч с лишним человека. Так что merci beaucoup, однако. Вот так вот, понимаете? Человек, который любит свою профессию, ему не надо никого убеждать, просить, умолять или тем более угрожать. Он уже своей любовью настолько профессионален, настолько интересен, что люди сами хотят прийти. Их тянет к тебе. А если тебе нужно матом и грязью кого-то перетянуть, то нет там ни любви, ни профессионализма, ни знаний. И в конце я хочу вам прочитать вот эти тексты, которые я скинула сюда, потому как люди знают, что я голосовые не слушаю, иногда пишут, но мне хочется иногда с вами поделиться. Добрый вечер, дорогая Инга. Хочу вам рассказать, что познакомила маму с вашими ритуалами. Даже моя мама, которая такой, знаете, махровый материалист, оценила их мгновенное действие и помощь. Так как у брата со здоровьем было что-то странное, она провела ритуал сохран 1000 матерей. И вроде это остановилось. После похода в больницу к тете самочувствие у нее было плохое, она провела чистку, соляной столб. Говорит, сил не было даже до дивана дойти, но ритуал все же провела. На утро проснулась, отдохнувшая, с приливом сил, энергии, побежала откуп относить. Я тоже делала чистку с возвратом врагу, после откупилась и по возвращению домой опять голубь прилетел. Еще по поводу подсказок духов вспомнила сон, в котором видела женскую грудь, как она в разрезе выглядит на обучающем макете или в книгах анатомии. Еще подумала, зачем мне такое приснилось. Но когда выяснилось, что у тетки рак груди, я поняла, что это была подсказка. Они показали мне, в чем проблема. Мы думали, что инсульт у нее, поэтому ноги отнялись, а это метастазы в позвоночнике. Как потом оказалось, видите, дают вот после проведения ритуалов. Я хотела провести ритуал фортуне, где сок виноградный хороший нужен, так как сложно найти хороший. Пришла мысль сделать его и научилась делать сок сама. Вот такие я делаю успехи. Благодарю вас и так далее. Теперь огромная благодарность вам, Инга. О вас и ваших работах узнала совершенно случайно в ленте Ютуба. Так, один из ваших денежных ритуалов под выпуском было указано 2 года назад. Это случилось в конце апреля текущего года, сразу после моего дня рождения. Работала простым мастером маникюра много лет. Дела были, мягко сказать, не очень. Салон красоты все закрывались из-за пандемии. Денег было крайне недостаточно, но в сердце грелась мечта. Я перешла на ваш канал, начала смотреть выпуски, подготовилась и провела сразу несколько денежных ритуалов.
Точно помню шубы с монетами, несколько на клиентов. Потом с врагами, с тварями разобралась, которые клубками вились вокруг меня, моей семьи. Опять же, благодаря вашим работам, недруги исчезли. Начало происходить в моей жизни нечто волшебное. Сложно передать эмоции в словах. Я вам искренне благодарна. Мечту своей жизни начала осуществлять, как меня новые люди, события, перемена. Ураганом закручивала. Места, работы. Открыла свою школу мастеров красоты. Я обучаю прекрасным профессиям. В нашей школе рождаются новые талантливые искры. Набираю помощников, сотрудников, потому что объемы растут. Когда все кругом кричали кризис, безденежье, изоляция, коронавирус и так далее, значит, пока все хныкали, я сделала такой огромнейший прыжок вверх и вперед, что сейчас из свободного времени остается только поздний вечер с семьей и ночь. Школа полна учеников, я работаю в радости с удовольствием. Ищу сундук для денег и присматриваю новую шубу к зиме. Если бы я могла, я бы вас сейчас обняла и со слезами на глазах сказала вам огромнейшее спасибо. Благодаря вашим работам я процветаю. Моя семья выходит совсем на другой уровень жизни. Вы чудо, которое случилось в моей жизни. Спасибо вам, Инга, огромное за ваши работы и ваш труд. Вот показываю. Я хочу вам сказать еще раз. Когда в этом мире у людей не осталось больше надежды на новую жизнь, на человеческую жизнь, боги подумали и решили отправить сюда меня. Но прежде чем я дошла до людей и дошла до того, чтобы им передать то, что я умею и знаю, они меня испытывали на прочность, насколько я достойна носить это гордое звание ведьма и проводник между духами и людьми. И я думаю, что я это испытание прошла, невзирая на все трудности и на все страшные моменты жизни, я осталась человеком. И когда они поняли, что я все равно буду человеком, и я не буду использовать эту силу во зло, они разрешили, позволили мне передавать то, что они хотят человечеству. Вот так и родилось, скажем так, мое творчество. Единственное, что иногда омрачает, что просто выродки, которые мешают, вставляют палки в колеса, которые делают гадости, иногда просто пытаются нас отвлечь от этого пути. Вот эти выродки очень омерзительные, когда попадаются, знаете, как мешаются под ногами, как шавки. Но с другой стороны, ты понимаешь, что это тоже закаляет тебя, и то, что они потом превращаются в чучело, то, что весь мир над ними смеется, это тоже урок для всех, чтобы люди поняли, вот так вот силы ставят на место тех, кто позарился на имя ведьмы, будучи никем и самому ничего не давая этому миру, этой земле и людям. Я единственное, что хочу сказать вам, дорогие друзья, было время в моей жизни, когда у меня не было никого. И я себе дала слово, что когда-нибудь я буду у человека одинокого, потерявшего надежду и желание жить. Вот у этого человека буду я. И когда злая сила мне делала больно, и когда Бог этой системы Яхве пытался уничтожить меня, потому что все, что напоминает о древних богах, у него вызывает раздражение, то я дала себе слово, что я буду вырывать из лап этой злой силы людские судьбы. И поменьше будет у него жертвы, поменьше у него будет корма. И я начала это делать. Вот я отомстила этой силе, которая столько лет меня терзала, делала столько гадостей, столько раз эту душу просто пропускала через мясорубку. Я этой силе отомстила не злобой, не ненавистью, не превращаясь в какую-то суку бесчувственную. Я отомстила тем, что я сократила его жертвы. Вот и все. Вот это моя месть за всю боль, что мне эта система причинила. Вот моя месть. Чтобы больше было людей счастливых,
удовлетворенных собой, жизнью, желающих жить, получающих мудрость веков, тысячелетия, мироздания. Ведь у меня душа очень старая. Это я, может быть, понимаете, это я, может быть, физиологически 40-летняя женщина, но душа у меня очень старая и очень усталая. Я вчера сижу и думаю, у меня еще столько нужно отдать мне. Вы не представляете, я пока это все, я как наркоман. Я просто, у меня ломка, когда я не могу, у меня нет, я должна все это снять, сделать, все, что у меня в планах, в голове, это все должно быть снято, отдано народу, только тогда я успокоюсь. Сижу и думаю, да уж, тебе еще это надо снять, то надо, еще книги издавать, еще надо подождать, пока люди выйдут из этого кризиса. И вдруг у меня так, знаете, вырвалось, придется еще жить. Я сама рассмеялась, думаю, нормальный человек посмотрит, послушает, скажет, вообще это нормально? Нет, люди так при одном упоминании смерти падают в обморок. А я тут сказала, да, блин, с досадой, придется еще жить. Что-то много чего еще надо делать. Вы знаете, я не боюсь смерти. Для меня это, наверное, праздник освобождения, возвращения домой. Я понимаю, что людям я нужна, и что люди даже думать об этом не хотят вообще, о том, что я уйду, а я уйду рано. Но я-то понимаю, что моя душа устала. Она безумно устала, вы не представляете. Я цепляюсь за жизнь ради сына, ради любимого человека. Оно меня просто привязало к жизни, и не более того. И все, что у меня здесь есть в материальном мире, как вам объяснить? Это у нищеброда все связано с материальным. Они смотрят на это материальное, ненавидят меня, завидуют. У меня совершенно другое. Да, материальное нужно, но оно не на первом месте. Есть очень много иных ценностей. Вот о чем я хочу сказать. Лола, есть люди, которые, умирая, живее всех живых, потому что настолько о них память жива, и их дело живое, и настолько их образ живой, и их слова, их наставления живые, что они живее всех живых. А есть люди, которые живые вроде бы физиологически, но они хуже мертвых, потому что от них толку этому миру никакого нет. Понимаете, есть только вонь и грязь. Поэтому живая я или не живая, я все равно буду живее всех живых, поверьте мне. Как говорил Юлий Цезарь, среди мертвых есть многие, кто заслуживал жизни, и среди живых есть многие, кто заслуживает смерти. Вот он был прав. Все, дорогие друзья, мне нужно еще кое-что снять. Я себя хочу заставить все-таки снять это, невзирая на то, что я сегодня просто замучилась, устала, столько всего. Сейчас должна была снять, но накопилось голосовые. Думаю, да, я сниму, а то копится, потом уже не открывается, пока есть время. Все будет хорошо. Просто просите и получайте. Как наши предки делали. И они были счастливее, чем мы с вами. Именно потому, что они верили, доверяли силам, богам, мирозданию. Они просили и получали. И были уверены, что им обязательно дадут. А что касается досады, что почему я вас раньше не встретила, дорогие друзья, каждый встречает тогда, когда он готов. Ученик готов, учитель появляется. Слышали? Может быть, если бы вы меня встретили 5-6 лет назад, вы бы прошли мимо, ой, ведьма, ой, это что-то я боюсь, ой-ой-ой, и все, до свидания. Вот когда вы уже готовы к этому, знаете, один из великих сказал, любой, кто идет к Богу, приходит к дьяволу. Все идем к Богу сначала. Просите его, милосердного. Плачут люди, падают в обморок, умоляют, пожалуйста, помоги. О чем молишься, о чем просишь, это и отбирается. Потом человек очухивается и начинает думать, боже мой, да я раскрываю свое сердце своему врагу. Все, что я прошу, меня забирает. Еще хуже мне становится. И понимает, не он Бог системы, он все-таки что-то другое. Понимаете, о чем речь?
Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ и всего хорошего.